Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно большую модель. Это ZU-10, модель от АВД, и она в 43-м масштабе, и при этом она очень огромна. И я буду строить не просто троллейбус, а именно рязанскую его версию. Я не знаю почему, но в интернете очень много статей и пиара, можно сказать так, Рязанского троллейбусного парка. Так что давайте вместе разбираться в феномене популярности именно рязанских троллейбусов. И у меня большой вопрос, почему именно рязанский троллейбус, а не какой-нибудь краснодарский, екатеринбургский, омский. В общем, давайте со мной разбираться. Поехали. Итак, передо мной огромнейшая коробка. Это троллейбус ZU-10 в 43-м масштабе. Соответственно, он получился чуть больше этой коробки уже в собранном варианте. А это я знаю, потому что я уже собирала такой троллейбус, и он у меня есть на канале, одно из первых моих видео. Тут интересный бокс-арт. Тогда еще АВД использовали пасхалки в виде таких персонажей из известных фильмов советского периода. Тут, видите, Золушка за рулем из знаменитого фильма. Кстати, там очень добрая песенка про жука. Да, я в детстве обожала ее напевать. Ой, а на обратной стороне тоже разнообразные автобусы, которые выходят в линейке АВД. Точнее, они уже выходили, и эти наборы уже вы точно нигде не найдете. Я жду, когда наконец АВД перевыпустят пазики. Довольно интересные модели. И, кстати, вот на таком автобусике я даже каталась на предприятии, на своем, когда еще работала. Давайте собирать. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Итак, первым шагом я займусь грунтовкой троллейбуса, и здесь очень мало деталей, и в основном это корпусные детали, а сборка тут заняла буквально 5 минут, и то я только поставила сиденье, да и руль. А следующим этапом я окрашу внутренности салона, а точнее пол, в светло-серый цвет. Тут я использую краски от Мачете. Если троллейбус, а троллейбус – это вид транспорта, запрещенный в Москве, ZU-682 «Одиночка» образца 1972 года оказался моделью настолько массовой, что для многих поколений людей стал синонимом слова «троллейбус», а многие просто других и не видели, то его хвостатая модификация ZU-683 былой популярности уже не сыскала, и с годами такие машины успели сойти с дистанции практически везде. Приступаю к состариванию салона, и здесь я использую спонж и 2 акриловых краски темно-коричневого и черного цвета. И точковыми движениями я наношу аккуратные сколы. Приступаю к окраске сидений, и заранее из аэрографа я их окрасила в такой темно-бордовый цвет. И теперь при помощи кисти я окрашу задники в светло-серый цвет и также поручни в стальной цвет. Сидений много, так как это двухсекционный ZU. Говорим троллейбус, подразумеваем марку ZU, завод имени Урицкого, что в Энгельсе в свое время стал крупнейшим производителем рогатых машин на планете, завалив ими не только СССР, но и множество стран, от Финляндии до Аргентины. Никто, кроме СССР, попросту не пытался строить троллейбусы такими тиражами, поэтому по части их производства ZU был вполне себе мировым лидером, с продукцией, востребованной далеко за пределами СССР. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. И теперь после окраски сиденья можно поставить на свои места. Здесь я использую суперклей. В годы застоя советские города росли как на дрожжах, а вместе с ними росли и транспортные системы. Строились автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, понемногу заходили и на строительство метрополитенов. А чем больше прирастали новыми кварталами наши города, тем более явной была потребность в транспорте особо большей вместимости, то есть в гармошках. Со своим производством рогатых баянов в СССР дело не клеилось. В середине века московский Сварс разработал и запустил в серию эпическую четырехосную модель Сварс ТС.
Но массовое производство таких штуковин небольшому заводу было не по зубам. А после того, как завод окончательно перешел на ремонтную деятельность, производство новых ТС свернули, и в 1967 году на Сварзе построили последние машины. А уже в 1975-м сняли их с маршрутов. Достойной заменам ТЭСам не было много лет. Если с автобусами-гармошками дело было вполне себе решенным, эту тему в рамках Совета экономической взаимопомощи передали венгерскому Икарусу, задвинув свои разработки под сукно, то с троллейбусами это решение уже не годилось. Сам Икарус умел делать и рогатые машины, но для СССР они не годились. Венгерские троллейбусы получались слишком сложными для эксплуатантов, с малой унификацией, с привычной для них техникой, да и попросту они были слишком дорогими даже для той поры. И завершающим этапом работы над салоном троллейбуса будет метод смывки. Этим методом я придам троллейбусу более состаренный вид. Приступаю к окраске кузова. И здесь я использую аэрограф и 2 оттенка акриловой краски Мачете. Здесь я использую желтый и оранжевый, и таким теплым желтым цветом я окрашу весь кузов троллейбуса. Приступаю к ручным работам, и в первую очередь я окрашу внутреннюю часть кузова троллейбуса в теплый светло-серый цвет при помощи кисточки. Временным костылем, заменяющим троллейбусы-гармошки, стали троллейбусные поезда. Сцеп из 2 ЗИУ-9 в самом прямом смысле этого слова. Троллейбусы-поезда использовались в Ленинграде, а еще сравнительно недавно их можно было встретить и в Краснодаре. Ныне Питерский музей даже тихонько собирается восстановить такую штуку. А далее я окрашу черным цветом провода на верхней части корпуса троллейбуса. Управлялся поезд одним водителем, а вот движки работали на бортах обеих машин, а токоприемник был поднят над вторым вагоном. Управлялось все это очень хитрой электроникой и механической системой, которую знали и понимали лишь только великие гуру. Впрочем, пользоваться хоть такой и сверхвместительной штукой было довольно неудобно. Она требовала очень широких и свободных улиц. Приступаю к состариванию корпуса, и здесь я также использую спонж и 2 краски коричневого цвета, и тычковыми движениями аккуратно наношу сколы. На крыше троллейбуса сколов намного больше, и поэтому я использую спонж более большой. Решение проблемы подоспело в конце 70-х. Вслед за моделью ЗИУ-682 образца 1972 года к 1978 году был построен первый образец модели ЗИУ-683, также известный как ЗИУ-10. Первый прототип сначала обкатывали на линиях Саратова и Энгельса, а в 1980 году он был отправлен в Москву. Однако путь в серийное производство для модели 683 оказался очень долгим и тернистым. Первые серийные были получены Москвой только 8 лет спустя, только в 1986 году. Черным цветом акриловой краской я обозначу колесные арки и также обозначу черным резиновые уплотнители дверей. ЗИУ-683Б, как машины более продвинутые, получили прогрессивный тиристорно-импульсный привод, тот, который пищит и щелкает. До этой модели тиристорно-импульсная система управления на наземном транспорте в СССР практически не использовалась. Это был первый сколько-нибудь массовый их носитель. Чем старше ТИСу, тем больше с ней головной боли. Ранние советские системы были капризны и ненадежны, что сильно сократило жизнь машин в целом. Со временем стало туго и с комплектующими для этого привода. Те, кто имел возможность, модернизировали электронику подобным машинам на более что-нибудь стабильное. А более дубовые реостатные машины по части надежности уверенно затыкали их по пояс. И сейчас я применяю смывку на корпусе троллейбуса. Здесь я использую жидкую масляную краску. А как справляются с экзотическим приводом в Рязани в настоящее время – это загадка веков. Возможно, спасает некоторые гуру подобных систем до наличия доноров. Поддерживать старую советскую ТИСу в наши дни – это сущий кошмар. На нее не достать ничего. Во многом поэтому Питерский музей планирует восстановить подобную машину, переделав на современную электронику. Последние ЗИУ-683Б сошли с московских маршрутов в начале 2008 года. Рестайлинговые ЗИУ-6205, в том числе под маркой Тролза, чудом дотянули до 2018 года, а в Тихой Рязани на линиях уцелели последние в стране ЗИУ-683Б первой исходной генерации. 5 машин было поставлено туда в далеком 1993 году, а 2 продолжают работать и сегодня. Теперь я сделаю троллейбус более персонализированным и переведу декали. Эти декали мне сделали на заказ. Рязанским гармошкам, как и большинству рогатых машин в городе, мягко сказать, нехорошо. Но местному предприятию уже давно не до жиру. Новых троллейбусов в Рязани видела уже много лет.
с 2013 года, и там спасаются давно только латанием старых запасов да Мосгорхламом, щедро переданным из-под забора при ликвидации троллейбусного движения в Москве. В последнее время потрепанные гармошки даже стали ходить ежедневно, а не только по будням, как прежде. Ходовой техники не хватает, а значительную часть переданного Москвой добра либо она требует дорогого восстановления, либо уже просто не подлежит ему. Серую коробку на крыше я окрашу желтой краской при помощи спонжа, тем самым добавлю эффекта облупившейся краски. Добавлю троллейбусу немного следов эксплуатации, и теперь при помощи масляной краски и white спирита я добавлю оттенки на двери, на корпус и на крышу. Рязанские ЗИУ-10 – это последние ходовые представители вида в России. Немного их собратьев есть только на Украине и в Аргентине. Впрочем, в некоторых российских городах, например, в Челябинске и Ярославле, пока продолжают ползать несколько поздних ЗИУ-6205. Это следующее поколение, которое снаружи отличить от исходного ЗИУ-683Б может только специалист. На сегодняшний день на один электробус в Москве приходится 2 ликвидированных троллейбуса, вид транспорта запрещенный в Москве. А электробус особо большого класса, та же гармошка, но уже на батарейках, хоть и разработан несколькими производителями, но пока лишь есть экспериментальный образец, который мы увидим на дорогах не раньше, чем в следующем году. Так что должной замены старым ЗИУ-гармошкам за эти годы, по сути, так и не получили. И вот такая длинная колбаса у меня получилась. Я бы даже сказала, что не колбаса, а целый баян из гармошки. А также этот троллейбус очень аутентичен благодаря своим декалям, которые воспроизводят настоящий троллейбус из троллейбусного парка Рязани, который использует довольно много рекламы внутри своего салона. Это выглядит довольно тупо снаружи, но внутри через окошки вы можете все прекрасно разглядеть. И также тут есть даже реклама какого-то полотенчика картошки, что довольно забавно. И, кстати, эти декали мне сделали в сообществе Декаль Масштаб Модель в ВК. И я очень хочу сказать спасибо этим ребятам. Они уже не первый раз спасают мой проект и очень быстро и действительно качественно делают свою работу. Так что хочу сказать на всеобщее обозрение им спасибо. И, конечно же, увидите ссылочку на них в описании. А мой огромный проект закончен, и, надеюсь, это видео вас также вдохновило на постройку ваших собственных троллейбусов. До новых встреч. Пока-пока.